Всем привет! Иногда счастье выглядит вот так, в виде 2 коробок, наполненных неизвестностью, или в виде огромной кучи бумаги и картона и загадочных пакетов. Все это ради пополнения и восстановления моей коллекции хой. Хой – это, конечно же, тоже удивительные комнатные растения. Продавец очень ответственно отнесся к пересылке растений. Такого количества бумаги для упаковки я, честно сказать, еще никогда не видела. И вот оно, счастье. Это Хоя Macrophylla Pot of Gold. И очень красивая Хоя Stardust с красивым серебристым сплешем на листиках. Отчетливо видна сортность только на нижнем листе. И только новый листик покажет, не утратил ли этот черенок свою сортность. Хоя Clandestina. Хоя Wilbur Gravis. И неукорененный черенок Barnell Gunning. И Villoisa Caodank. Все растения упакованы очень тщательно и бережно. Надеюсь, что, распаковав их, корневая также не разочарует, поскольку растения покупались как хорошо укорененные. Но за исключением черенков, которые тоже очень хорошо были подготовлены для транспортировки. Как мало нужно человеку для счастья, растения распакованы. Эти сорта хой я покупала исключительно из-за окраса, сплеша на листиках и текстуры листьев. Таких сортов у меня еще не было, и я думаю, что это хорошее приобретение. Конечно же, 6 сортами дело не закончилось, и вот еще одна посылочка счастья. Это уже другой продавец. Растения тоже бережно упакованы. И здесь 16 замечательных черенков, которые обещают превратиться в очень красивые комнатные растения с удивительными листиками. Эти сорта хой я тоже выбирала не из-за их цветения, а только из-за красивых и необычных листьев. Главным критерием при выборе было или вариегатность листа, или сплеш, или размер листа. Хои, у которых уже есть корешки, можно пересадить. Весь земляной грунт с корешков убираю, потому что наращивать корешки и выращивать хои буду в циолите, в безземельном субстрате. Сразу предусматриваю возможность фитильного полива. Обязательно подписываем сорт, и можно высаживать растения. Важно, чтобы растение хорошо фиксировалось в стаканчике и не шаталось. Сразу же замачиваю стаканчик и во внешнюю емкость на дно наливаю воду. Необходимо, чтобы циолит, в который посажена хоя, оставался влажным. Через несколько дней верхний слой циолита подсохнет, а нижний слой будет оставаться влажным, и у корешков будет доступ к влаге. А это уже мои укорененные черенки. Все черенки хой я укореняла сначала в воде.
И самых шустрых по мере нарастания корешков пересаживала уже в стаканчики. Я сознательно выбрала такие большие пол-литровые стаканы по нескольким причинам. Во-первых, я хочу, чтобы черенок полностью помещался в стакан и надежно фиксировался в грунте, а не болтался над поверхностью. А второе, я планирую еще довольно длительный период не беспокоить комнатные растения. Пока хвои хорошо нарастят корневую, а затем веточки и листики, пройдет большой период времени. И пока единственное, что им нужно будет, это обеспечить им место, которого постоянно не хватает, и освещение, и поменьше их беспокоить. Пироситика Лао. Это чудо будет не просто посадить, но я попытаюсь. Хоя Керри Сплэш уже тоже готова к посадке. Нарастила несколько корешков. Эта хоя имеет название H1013 и тоже нарастила замечательные корешки. И вот так выглядит маленькая плантация и пополнение коллекции комнатных растений. Хоть и небольшая, но своя просторная полочка. Растения расставлены неплотно, чтоб все получали достаточное количество света. Ждем корешков и новых листиков. Всем пока, до новых встреч, и пусть растения вас только радуют.